Итак, друзья, чем красивая пейзажная фотография отличается от обычной, обыденной фотографии? Ну, это, конечно же, место, которое мы снимаем, безусловно. И очень большой фактор, который влияет на восприятие фотографии, это небо. Очень много фотографий абсолютно у каждого фотографа, где красивого неба нет. Есть не один метод замены неба на фотографии, но сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, самый технически правильный метод. Ведь легко заменить небо там, где идет линия горизонта. Безусловно, это может сделать каждый, поработав даже кистью. Но что делать, когда мы на снимке видим, например, деревья, ветки? Через эти ветки просвечивает небо, и нам хотелось бы заменить весь фон. И это сделать очень легко при помощи каналов. Также сегодня по многочисленным просьбам подписчиков я перешел на русский Photoshop. Как я уже говорил не раз, мне безразлично, в каком работать фотошопе, в англоязычной версии или в русскоязычной. Поэтому просьба, пишите, пожалуйста, в комментариях, как удобнее вам. В таком фотошопе мы и в дальнейшем будем работать. Итак, у нас есть довольно-таки неплохая фотография. Это ботанический сад Шри-Ланки. Но с небом мне в тот день не повезло, я, конечно же, хотел бы его заменить. Иначе эту фотографию я просто не стану нигде выставлять. Но она просто скучная. И скучная она именно из-за неба, потому что небо здесь пустое. Вот эти несколько облачков, они не приукрашают снимок. А вот эти какие-то грязные пятна еще не сформировавшихся облаков, они тоже особо этот снимок не делают лучше. Но зато у меня есть красивое небо с других фотографий. И я хотел бы поэкспериментировать, попробовать вставить все эти три неба в наш новый снимок. Но как же нам отделить темный фон от светлого? Ведь если здесь работать кистью или пером, то на это просто уйдет кучу времени. Для того, чтобы ускорить процесс работы, используют каналы. И если по какой-то причине закладка канала у вас отсутствует, просто проходите в окно и активируете нажатием клавиши панель канала. В данной закладке мы с вами видим 4 канала. Канал RGB, который отвечает за цвет, и отдельно каналы красный, зеленый, синий. Они черно-белые, но в нашем случае нам необходимо подобрать тот канал, который даст наибольшую контрастность. Более темное освещение нижней части снимка и более светлое верхней его части. И если мы с вами будем перебирать каналы, активируя их, то мы увидим, чем они отличаются. И самый контрастный в данном случае синий. Ну и чаще, когда вы будете работать с подобными снимками, где внизу зелень, а сверху голубое небо, вы выберете именно синий канал. Следующим шагом мы копируем синий канал, остальные каналы у нас отключены. Делаем копию. Переходим в изображение коррекция уровней. И в всплывающем окошке поработаем с вами с гистограммой. Темную часть снимка сделаем еще темнее, а светлую часть снимка сделаем еще светлее. В моем случае некоторые светлые объекты, которые были на нижней части снимка, они все-таки остались. Но мне необходимо, чтобы они были черные. Иначе маска их не закрасит, и они просто-навсего будут прозрачные. В дальнейшем вы поймете, почему так происходит. Поэтому сейчас мы с вами берем кисть. Лучше взять мягкую. Здесь смотрите, как вам удобнее. Непрозрачность и нажатие на 100%. Выбираем черный цвет и закрашиваем те участки, в которых мы не хотели бы, чтобы проявилось небо. Я перешел на жесткую кисть, чтобы у меня кисточка не вылезла за края моего темного участка. Следующий шаг. Наводим курсор мыши на значок копии синего канала. Зажимаем Ctrl. Возле курсора проявился черный квадратик, как вы заметили. И нажимаем левую кнопку мыши. И как мы видим, появилось выделение маски. Копия канала нам больше не нужна, мы ее удаляем. Выделение автоматически вернулось назад. Маска сохраняется. Переходим назад в слои и нажимаем кнопку маска. Теперь нажатием клавиши Ctrl-I инвертируем нашу маску. Вуаля! Фон, который в клеточку, он, соответственно, пустой. А ту часть снимка, которую мы хотим сохранить, у нас вся осталась, включая все ветки, листья и различные мелкие детали. Хорошо. Снимок с небом, который мы будем использовать,
Убираем замочек для того, чтобы можно было перетащить этот слой. Выбираем инструмент перемещения и перетаскиваем изображение на тот снимок, с которым мы работаем. Далее слой с новым небом передвигаем вниз. И вот что мы с вами получаем. Давайте поработаем с фотографией неба. Она немного больше, чем наше основное изображение, поэтому нажимаем Ctrl-T. Границы обозначают тот снимок, на котором изображено небо. И дальше уже подгоняем так, как вас устроило бы. Ну как вам методика? Согласитесь, все легко и просто. И обратите внимание, насколько тонкая и ювелирная работа. Вот если я увеличу изображение прямо до появления пикселей, вы можете увидеть, как снимок, на котором изображено небо, просвечивает сквозь малейшие ветки, листки и всевозможные мелкие детали. То, что нам и необходимо в данном случае. Давайте попробуем поставить еще одно небо. Замечательно. И давайте рассмотрим еще один вариант в случае, когда у нас небо темное. Действие происходит на закате. Можно даже сделать, чтобы выглядывала полоска горизонта вместе с морем. Но так оставлять мы с вами не имеем права, потому что здесь у нас небо закатное, а здесь у нас нижняя часть снимка. Это невооруженным взглядом видно, что происходит днем. Что мы делаем в таком случае? Все очень просто. Добавляем пустой слой, ставим его сверху, выбираем черный цвет, нажимаем сочетание клавиш Alt-Delete. Далее, удерживая кнопочку Alt, включаем обтравочную маску, чтобы она распространялась только на наше изображение с деревьями. И вот такое замечательное изображение, ночное, практически предночное закатное, мы с вами можем наблюдать. Также непрозрачностью слоя можно прям чуть-чуть осветлить низ нашего снимка, но очень сильно это делать не нужно, потому что проявятся тени и будет видно, что здесь присутствует другой источник света. Поэтому я бы сделал прям слегка-слегка, чтобы немного проявились только контуры. Вот таким вот образом. На этом, друзья, все. До скорых встреч. Отличных вам сюжетов и больше лайков вашим фотографиям.